Всем огромный привет! Сегодня у нас очередная переделка мебели. Сегодня мы возьмемся за переделку старого рваного пуфика. Вот сегодняшний наш главный герой – пуфик, или как еще его называют, банкетка. Видавший виды изделия. Банкетка сделана на совесть, это еще советская банкетка. Видите, основание сделано из гнутой фанеры. Фанера, наверное, 1 сантиметр. А может быть даже больше, нет, скорее всего 1. В каких условиях она последние только 6 лет не валялась. И при высокой температуре, и при высокой влажности, но, как видите, с ней абсолютно ничего не случилось, только, конечно, пообтрепалась обшивка, но это мы заменим все, это все поправимо. Ну и вот здесь вот в основании 3 небольшие сколы, тоже будем что-то с ними делать, скорее всего шпаклевать с клеем. И будем реставрировать, это все поправимо. Но оставайтесь с нами, смотрите за нашими переделками, что у нас получится. Будем сейчас разбирать, будем заодно сразу смотреть и учиться, как оно было собрано, потому что мы же не специалисты, а мебельщики. Но походу здесь особо учиться нечему. Здесь даже не поролон, а просто наклеена вата. О как! Поверху идет затяжка. Идет нитка затянута и... было стянуто, и что оно было тут непонятно, просто держалось или оно было приклеено, уже нам этот вопрос не выяснить. Так, а здесь вот этот пуфик вверх, подушка из какого-то, судя по всему, поролона. Сейчас вскроем пациента и увидим, что там. Еще один вопрос меня безумно мучает до сих пор. Как, скажите мне, как вот это вот гвозди, как вбиты туда гвозди, а там не чувствуется ничего? Для меня это какая-то загадка. Хотя здесь вот фанера сколько? 0,6, наверное. И здесь 0,6. Это что, такие коротенькие гвоздики? Интересно. Ну, то есть оттуда забили, тут еще обкусили. есть. Ага. Тут прослойка, тут пирог из фанеры. Ага, понятно. Ясно, понятно. То есть это держится оттуда, это держится отсюда. Но вот она мягкая и упругая. Не хочется менять на тот поролон, который мы купили. Он рыхлый. И на него, даже если вот сделать такой толщиной слой сидушки, садишься и, извините меня, 5-й точкой достаешь до фанеры. Сидеть неудобно и твердо. Хоть он будет иметь вот такой вид. Наверное, есть специальный поролон мебельный, но в магазинах мы такого не нашли. Ну вот из черновых работ осталось только снять вот этот клей. Я сначала думала, что это какой-то грибок. Нет, это клей. Такой вид имеет старый. Снять этот очень толстый слой клея оказалось непростой задачей. Начали вот мы снимать топором, потом мы наждачкой пробовали, и каким-то скребком, и смазывали растворителем, мало что помогало. В итоге сошлись на том, что нужно соскребать просто каким-то тонким предметом. Нам послужила этим предметом тыльная сторона пилы. Вот ей попробовали снять, и получилось. Низ у пуфика был окрашен какой-то черный цвет. Мы думали, что это краска и что она снимется достаточно легко, но по факту оказалось, что это какой-то то ли гудрон, то ли непонятно, то ли какая-то смола. В общем, снималась она очень тяжело, забивалась мгновенно в наждачку, размазывалась по лишней еще площади. Ну, использовали очень много наждачки, потратили кучу этих шкурок, но в итоге, конечно, сняли, зачистили полностью каркас и зачистили заодно уже и поверхность дощечки, фанерки, которая крепилась к сидушке. Я готовлю шпаклевочную смесь, добавляю в 1 столовую ложку немножечко строительного клея ПВА. Когда шпаклевка высохнет уже на каркасе, то клей не позволит в дальнейшем при эксплуатации ей вывалиться из трещин. Шпатлюю в несколько этапов, то есть я заполняю трещину сначала полностью слоем, жду пока он высохнет, заполняю еще раз и в общем до тех пор, пока сухая уже шпатлевка не проваливается в трещины.
Я зашпаклевала все грубые сколы, подождала, пока шпаклевка высохнет, и посмотрела, что по всей деревянной площади идут мелкие трещинки, которые образовались уже в процессе долгих лет эксплуатации. И решила, что нужно пройти еще по той площади, которая будет видна и не зашита тканью, тонким слоем шпатлевки. Мелкой наждачкой вплоть до дерева сняли лишнюю шпатлевку и обеспылили поверхность. Низ основания пуфика я буду красить золотой краской. И чтобы золото смотрелось более насыщенно, я сначала эту площадь прогрунтую темным цветом. Для этого я смешиваю белую акриловую краску, добавляю туда темный колер, развожу водой и наношу грунт кисточкой. Грунт наношу довольно-таки плотным слоем, чтобы нигде не просвечивал белый цвет. Чтобы убрать полоски от кисточки, которые остались, я полусухой кисточкой по полувысохшей краске прохожусь быстрыми легкими движениями. Вот такая гладкая ровная поверхность получается. Перед окраской все открытые поверхности я закрыла пищевой пленкой. Я хотела получить очень плотный, насыщенный золотой цвет. Для этого мы наносили краску тонкими слоями, чтобы не было потеков, много раз. Расход краски, конечно же, получился очень значительным, но зато результат получился тот, которого мы ждали. Снимая пленку, сейчас буду наклеивать поролон, но чтобы наклеить его ровно, я провожу контрольную линию по всей окружности корпуса. Снимаю с пуфика контрольные мерки и с небольшим запасом вырезаю нужных мне размеров поролон. Наклеиваю поролон к деревянной поверхности специальным клеем для поролона, наношу его губкой, очень тонким слоем стараюсь наносить, и приклеиваю небольшими площадями, где-то по 10-15 сантиметров. Так удобнее просто работать, и так прочнее приклеивается поролон. Стык я хорошо промазала, хорошо прижала, чтобы он приклеился, подождала, пока он приклеился, и лишний поролон обрезала. Также и сверху обрезала ненужный мне поролон вровень с уровнем края пуфика. Я сделала необходимые замеры пуфика уже по поролону, потому что, естественно, объем увеличился. И теперь выкраиваю ткань уже для обшивки, обтяжки пуфика. На припуске по краям, на каждый край я даю около 3 сантиметров. Потом дальше я поясню, для чего я это делаю. Прострачиваю ткань по торцу. Шов я хорошенько разглаживаю, срезаю лишнюю ткань. И чтобы ткань на срезах не мешала при натягивании чехла, я ее приклеиваю. Приклеиваю тем же самым клеем, что клеила и поролон. Большие припуски по краям я давала для того, чтобы вшить бечевку. Для того, чтобы края чехла смотрелись аккуратно и не была видна строчка, я вшиваю бечевку сразу. Приметываю ее сначала вручную, а потом уже пришиваю на машинке со специальной лапкой. Так, ну одеваем. Сейчас посмотрим, что я здесь соорудила. Так,
Затянем сначала как можно туже, переворачиваем и затягиваем. Получилось что-нибудь? Наверное. Чехол получился очень плотным, идеально по размеру, поэтому натягивала я его буквально по миллиметрам. Ура, ура, ура! Первый этап, о котором я так сильно волновалась, меня волновало вот это, как же сядет на веревке, вот как она будет держать. И все-таки мебельщики советские были правы, потому что держится идеально. Вот оно село под поролоном, держит, смотрится хорошо. По-другому, если бы здесь пристегивать этими скобами, ничего бы не получилось, как и мы планировали сначала. Решили повторить вот опыт советских мебельщиков и оказались правы. Села по размеру вообще замечательно, натягивалась медленно, но нормально. Села по размеру, держится прекрасно. Я довольна результатом, отлично. Ну и насколько можно было понять в старом варианте, обивка шла вот до этого края, то есть срез фанеры был виден. Но я хочу его закрыть, поэтому я здесь тоже пустила веревочку. А вот будет закрываться вот так. Во всяком случае, я планирую. Веревочку я потом удалю. Для чего я ее сделала? Для того, чтобы пустить сборку, чтобы было проще прибивать степлером и не образовывались такие складки, чтобы потом не воевать с этими складками. Но во всяком случае, я так думаю. Что у меня получится? Ну, посмотрите. Затягиваем. Самой интересно, что получится. Так. Пошло. Сейчас надо ее немножечко распределить по всей окружности, сборки эти. Да, видите, эти все складки распределились равномерно по всей окружности, и не надо будет мучиться, просто бей степлером и все. Прибиваю степлером, очень сильно натягивая ткань по краю и не делая пропусков между скобами. Посмотрите, какой получился край, очень ровный, красивый и не видны сборки. Вычерчиваю детали для сидушки. Сначала отмечаю направление долевой ткани, чтобы ворс на ткани корпуса и на сидушке шел в одном направлении. И уже отмечаю, вырезаю необходимые мне детали. Сметываю я обе детали. Припуски боковушки я при этом растекла, чтобы было удобнее работать. И сметываю я строго по намеченным линиям, чтобы добиться точности выкройки. Я поработала с сидушкой банкетки, и вот что я сделала. Я соединила между собой две детали, верх и боковушку, и в край боковушки вшила тесьму. Я разгладила швы. Теперь мне осталось прострочить тесьму, я ее еще не прострочила, и приклеить швы в одном направлении вниз.
Припуски я сначала склеиваю между собой, а затем уже заворачиваю и приклеиваю на боковую деталь сидушки. Чтобы внутренняя сторона пуфика смотрелась тоже красиво, я сошью для нее чехол. Выкраиваю детали дна и стенок и сшиваю их между собой. Чтобы было удобнее пользоваться пуфиком и чтобы чехол не ездил туда-сюда, я дно чехла приклеиваю к фанере. А края стенок аккуратно приклеиваю к ткани основного чехла. При этом клей я наношу очень тонким слоем, чтобы прихватился только один слой подкладки. Наполнение сидушки мы решили оставить старым. Почему мы решили оставить? Потому что, вот смотрите, это вспененная резина, судя по всему. И вот когда нажимаешь, свойства-то он свои сохранил, когда нажимаешь, он очень упругий. Его практически невозможно продавить до основания. А если менять на поролон, который мы имеем, вот такой толщины, когда поролон придавливаешь, он продавливается практически до основания, да, сидеть некомфортно. Поэтому все-таки решили оставить старое наполнение. Посередине он был немного развален, я его склеила. И вот, судя по остаткам клея на поверхности, мебельная ткань в старом варианте тоже была приклеена. И по боковым срезам тоже. Я приклею только по верху. Клей наношу тонким слоем, чтобы он проклеил только изнаночную сторону и не пробился на лицевую, чтобы не появились желтые некрасивые пятна. Итак, надо сделать все очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Так, ну, его можно скорректировать, если что, так, но желательно не корректировать. Тик-тик-тик-тик-тик. Но уже прихватывается мгновенно. Тик-тик-тик. Ну, потом, если что, лучше не что, лучше сразу. Правильно? Лучше сразу. По срезу. Идем по срезу. Так, так, так. Так. Так, ну и вроде бы нормально. И опускаемся. Опа. Вот то, скажу я вам, пришлось приложить немало усилий, чтобы стянуть ткань до нужного диаметра, чтобы сборки эти все закрылись фанерой. Все. Верх пуфика готов. Отлично. Получилось аккуратно. Так как у меня осталась краска, я покрасила все оставшиеся деревянные поверхности. Краску я постаралась заколорировать под цвет основного чехла. Прикручиваем короткими саморезами фанеру к сидушке, и пуфик готов.
Давайте вспомним, каким пуфик был до переделки и каким он стал. Немного усилий, кусочек красивой ткани и старая банкетка заиграла новыми красками. Так что, друзья, не торопитесь выбрасывать старые вещи, ведь новое не всегда будет лучше старой. Если вам понравилось это видео, оцените его лайком, подписывайтесь на наш канал. Всем пока и до новых встреч!